Как маленький Сперджена включает мистера Роуса. Ну, если мы включили уже, то можно некоторые слайды посмотреть. Это Сперджен. Я по-прежнему заявляю о том, что он не самый привлекательный мужчина. Я не знаю, почему этот слайд у меня здесь, он должен быть в другом порядке. Но я скажу немножко о нем, потому что я думаю, что когда нужно будет о нем говорить, его не будет. Это могила Джона Буньяна. It's in a cemetery where a lot of non-conformist pastors are buried. Это кладбище, на котором похоронены многие пасторы-неконформисты. And during Spurgeon's early ministry, the grave marker that was there had deteriorated so badly it needed to be replaced. И во время служения Чарльза Сперджена надгробие, оно настолько износилось, что его нужно было заменить. So it was replaced with this tomb, which dates back to about 1857. Поэтому они заменили его этим надгробием, которое было установлено около 1857 года. And Spurgeon preached at the dedication. И Сперджен проповедовал, когда устанавливалось это надгробие. He was still a fairly young man at the time. Сперджену тогда было, он был еще весьма молодым человеком. And he considered it a great honor to be the preacher dedicating this tomb to the author who had been most influential in his life. И он посчитал для себя большой привилегией, что у него была возможность проповедовать в такой ситуации, когда он проповедовал над могилой человека, который оказал на его влияние, его книга оказала такое большое влияние на него. This is a photograph of the Metropolitan Tabernacle as it looks today. Это фотография церкви Чарльза Сперджена, которая называется Metropolitan Tabernacle, что буквально значит скиния метрополии. The facade of this building dates back to Spurgeon's time. That's what the front of it looked like. Точно так же этот фасад, то есть вход, выглядел, когда Чарльз Сперджен входил в эту церковь. But behind the facade, what you have there is the third building on that site. Но за фасадом третье здание уже. About 4 years after Spurgeon died, the tabernacle burned down. Через 4 года после смерти Чарльза Сперджена скиния сгорела. And all that was left was this facade. И все, что осталось от нее, это фасад. So they built a building behind it with a smaller auditorium because the preachers who followed Spurgeon couldn't fill it. Поэтому за этим фасадом построили здание, в котором аудитория была меньше, потому что все проповедники, которые были там после Чарльза Сперджена, не могли наполнить ее. That building stood until World War II. То здание простояло до Второй мировой войны. And a Nazi incendiary bomb landed on the roof. И нацистская бомба попала прямо на крышу. And so it burned to the ground again. И это, был напалм, поэтому она сгорела, опять сгорело это здание. And then in the 1950s, this version of the building was built. И в 1950 году была построена эта версия скинии метрополии. It retains the original facade. Фасад, как я уже сказал, оригинальный. But inside the auditorium is much smaller than it was in Spurgeon's day. Но внутри аудитория намного меньше, чем во времена Чарльза Сперджена. Half of the space that was originally allocated for the auditorium is now Sunday school classrooms. Половина того зала теперь предназначена для класса воскресной школы. And the current auditorium seats only 600 people. И поэтому в современной аудитории есть всего лишь 600 мест. Thankfully, it's full every Sunday these days. К счастью, каждое воскресенье эта аудитория исполнена людей. But in the late 1960s, this church nearly died. Но в 1960-х годах эта церковь практически умерла. Sunday attendance was down to about 20 or 30 people. По воскресеньям туда приходило 20-30 человек. And they were actually considering selling the building to the Baptist Union. И они хотели продать это здание Баптистскому союзу. That would have been a travesty. Это было бы очень иронично. Because it's the same Baptist Union that excommunicated Spurgeon at the end of his life. Потому что этот же Баптистский союз отлучил Сперджена в конце его жизни. And so the remaining congregation got together and said, let's call a pastor who is a church planter. Поэтому собрание собралось и захотело пригласить пастора, который захотел насаждать новую, занимался насаждением новых церквей. They called Peter Masters.
они позвонили Питеру Мастерсу. He is still the pastor there to this day. Питер Мастерс до сих пор пастор этой церкви. And the auditorium is full every Sunday. И слава Богу, что туда приходят люди, которые желают слышать Слово And Божье. what's interesting to me is that it's a young audience. И интересно лично для меня, что в принципе эта церковь по возрасту очень молодая. There is no more conservative or traditional church than this in English. В Англии нету более консервативной или традиционной церкви, чем эта. And yet it's young people who are coming to hear the word. Но туда ходит молодежь, Which is something that encourages me greatly. что для меня является большим ободрением. As I said, I've been privileged to preach here about 6 or 7 times. Как я уже сказал, у меня была привилегия проповедовать здесь 6-7 раз. There's another. This is a picture of Spurgeon's library. Это фотография библиотеки Сперджена. This was a large room in his house. Это большая комната в его доме. What I like about this picture is how messy the desk is. Что мне нравится здесь, это то, что мы видим беспорядок. I would feel right at home there. Это практически моя комната. This is a picture of Spurgeon in the pulpit. You can see what the pulpit of the Metropolitan Tabernacle looked like. Сперджен за кафедрой. Так выглядела кафедра в скинии метрополии. This desk where he kept his notes, it still exists. Этот стол, на котором он клал свои заметки, до сих пор существует. It wasn't destroyed either time when the church burned down. Он не был уничтожен ни во время первого, ни во время второго пожара. And now it's a piece of furniture in the pastor's office at the tabernacle. И теперь этот стол стоит в офисе пастора. It's a picture of Spurgeon's grandfather, Это рисунок к дедушке Сперджена, James Spurgeon. Джеймс Сперджен. And this is the house where he lived and Spurgeon grew up. Это тот дом, где Сперджен вырос. So he lived here until he was 5 years old. Он жил здесь, пока ему не исполнилось 5 лет. There's an interesting story about this house that Spurgeon tells. Сперджен рассказывает интересную историю об этом доме. In the early Victorian era, it was difficult for assessors to determine the value of a house. В ранний викторианский период возник спор насчет того, как налагать налог, или лучше сказать, облагать налогом дом на собственность. Taxes, of course, were based on the value of the house. Естественно, налог был соответственно цены дома. And so, instead of basing their taxation on how many square feet or whatever, И поэтому вместо того, чтобы облагать налогом согласно квадратных метров или площади, they taxed the house according to how many windows were in the house. они облагали налогом согласно тому, сколько окон было в доме. And Spurgeon was living in this house during that era. И Сперджен жил в этом доме в то время. To avoid paying taxes on all the windows, you could actually board up the windows. И что делали многие христиане в то время, у которых было мало денег, чтобы платить все эти налоги, они забивали все эти окна. So these windows were closed during Spurgeon's lifetime. Поэтому Чарльз Сперджен никогда не выглядывал из всех этих окон в своем детстве. The library where he found the copies of Pilgrim's Progress and read his grandfather's books were upstairs. Библиотека, о которой я уже упоминал, где он читал книги своего деда, где он читал «Путешествие пилигрима», находилась на втором этаже. And because these windows were closed off, he had to read by candlelight. И представьте себе, как светло в доме, где забиты многие окна. Он постоянно читал при свече. Which to me makes it even more amazing that he persisted in reading as a 6-year-old. И для меня это еще делает более удивительным тем, что он в 6 лет читал такие вещи. This is an artist's illustration of that incident where he's rebuking the man for smoking in the pub. Это иллюстрация той истории, когда Чарльз Сперджен пришел обличить мистера Роудса в пабе. This is an actual photograph of the library in his house. Это фотография библиотеки в его доме. Again, you see the desk is even messier than before. Вы видите, что на столе еще больше беспорядка. There are two people in this photograph, Spurgeon and his secretary. На этой фотографии два человека, Чарльз Сперджен и его секретарь. His secretary was a man named James Harold. Его секретаря звали Джеймс Гарольд. And he helped Spurgeon with his writing ministry and all of that. И он помогал Сперджену в его написании разных трудов. I feel a kinship to him. И я ему сочувствую. Because I have the same kind of relationship with John MacArthur Потому что he had with Spurgeon. У меня такая же работа с Джоном Маккартером, как у него была с Чарльзом Спердженом. Another photograph of the library. Еще одна фотография библиотеки. And yet another one. И еще одна. Now I want you to notice that. Обратите внимание на это.
That is a life-size bust of Spurgeon. Это как бы полноценный бюст Чарльза Сперджена. When he was about, I would say, 22 years old. Когда ему было около 22 лет. A sculptor wanted to make a bust of him. Скульптор захотел сделать бюст. And so there was a method by which they did this, using a kind of clay mask to get an exact replica of his face. И в то время было очень популярным использовать маску для того, чтобы наиболее точно отобразить черты лица. This bust now sits in the pastor's office at the tabernacle. Теперь этот бюст стоит в офисе пастора в скинии метрополии. It's life-size and an exact image of his face. И так как это была маска, то этот бюст отображает стопроцентные пропорции Сперджена. It was made by putting plaster onto his face. Ему на лицо наложили глину. And he had straws into his nostrils and mouth to enable him to breathe. И ему как бы в нос и в рот засунули трубочки, чтобы он мог дышать. And he said it was one of the most terrifying experiences he ever had to be closed in plaster for that long. Он сказал, что это был один из самых ужасных ощущений в своей жизни, когда он так долго находился под глиной. He said he'd never do anything like that Он again. сказал, что еще раз он такого никогда не разрешит собой And he сделать. didn't. И не разрешил. And I told you he was not a particularly Ну, handsome. и как я сказал, действительно, он не самый привлекательный мужчина. This is a photograph of his library after it was moved to Kansas City. Это Kansas City? Yeah. Это фотография его библиотеки, которая была перевезена в Канзас-Сити. When he died, his books were auctioned off. Когда он умер, его книги были проданы на аукционе. And the majority of the library was sold intact as a whole. И большая часть библиотеки была продана целиком. And it was purchased by a Baptist college in Kansas City. И ее приобрел Баптистский колледж в Канзас-Сити. It was all folded up and shipped over to America. Поэтому как бы эту библиотеку запечатали и отправили в Соединенные Штаты. And this college got a replica of Spurgeon's desk and even had exact replicas of his light fixtures made. Поэтому этот колледж сделал копию стола, копию люстры. And they reconstructed this model of his library. И восстановили такую модель его библиотеки. I used to be on the board of an organization that existed to help preserve these books. Раньше я был как бы членом совета организации, которая следила за сохранением наследия Сперджена. And so I got to go here and thumb through Spurgeon's books. Поэтому у меня была возможность побывать там и пролистать книги Сперджена. Now, when I read a book, I mark it up. Когда я читаю книгу, я делаю на ней заметки. And I like to see how people mark their books. И поэтому мне интересно, как другие люди делают заметки в книгах. John MacArthur writes notes in the margins of his books. Джон МакАртур, он делает заметки на полях. And I learn a lot from him by borrowing his books and seeing what he noticed and what he wrote in the margins. И поэтому всегда, когда он говорит о том, что он прочитал интересную книгу, я хочу прочитать ту книгу, которую он прочитал, чтобы увидеть, на что он обратил внимание. I was anxious to see what Spurgeon wrote in the margins of his И поэтому, я с нетерпением подбежал к первой попавшейся мне книге и хотел увидеть его заметки на полях. So I picked out a couple of books that I knew he read a lot. И поэтому я выбрал его любимые книги. And you could tell he'd read them because the pages were worn. И было видно, что он их часто читал, потому что страницы были уже ветхими. But I was disappointed to notice he didn't make any marks in his books. Но я разочаровался тому, что он абсолютно никакие заметки не делал в книгах. He didn't have to because he had a photographic memory. И я вспомнил о том, что зачем ему было делать заметки, если у него была фотографическая A память. few years ago, this library was sold to another seminary in the Kansas City area. Несколько лет назад эта библиотека была продана другой семинарии, тоже в районе Канзас-Сити. And it's currently in storage. I assume they'll eventually build a facility to hold it. И сейчас она находится в архиве, и, я так понимаю, они строят помещение, где они могли бы делать выставку. But at the moment, these books are unavailable to anyone. Но сейчас эти книги недоступны никому. I do have a list that someone cataloged of all of Spurgeon's Puritan books. У меня есть где-то список, каталог всех книг Пуритан Сперджена. And it's interesting to see how he read. И интересно заметить, что он читал и как он читал. Wait, I think of the wrong one. Well, that's just a repeated picture. This is his parents. Это его родители. His father and his mother. And you can see he... Отец и матерь. This is a photograph of his grandfather. Это фотография его деда. And this is the building where he was converted. Это та церковь, где он был обращен. I'll stop at this point because I want to tell you the story of how he was converted. Здесь я хотел бы остановиться, потому что я хотел бы рассказать вам историю о его обращении.
turn that off now and I'll go back to it. Можно отключить на время, и потом мы вернемся. When we left Spurgeon, he was moving away from his grandparents' house and going back home to live with his parents. Итак, когда мы остановились в нашем рассказе, Чарльз Сперджен уехал из дома своего деда и вернулся назад к своим родителям. Still, his grandfather's house remained his favorite place to go. По-прежнему, однако, дом его деда был любимым его местом времяпрепровождения. He would always go there on holidays and sometimes go back for extended visits. Он часто бывал там во время праздников и любил там задерживаться и дольше. His grandmother, wanting to be a good influence in his life, offered him a penny for every hymn he could memorize. Его мать, желая быть хорошим, поощрить его к хорошему времяпрепровождению, сказала, что она будет давать ему по одному пенни, это как по-нашему 1 копейка, за каждый христианский гимн, который он выучит. Apparently, when she made that promise, she didn't realize he had a photographic memory. К сожалению, когда она пообещала ему об этом, она еще не знала, что у него есть фотографическая память. And he began to say so many hymns from memory that she reduced the reward to a half a penny. И в конце концов ей пришлось уменьшить награду на полпенни. Still, she complained he was reducing her to poverty. Но в конце концов она сказала, что он доведет ее до бедности. So his grandfather concocted a new scheme. Поэтому его дед предложил новый ход. There was a large rat problem in those days. В то время была большая проблема с крысами. And so he told Charles he'd give him a shilling for every dozen rats he killed. Поэтому он сказал Чарльзу о том, что он даст ему шиллинг за каждую дюжину крыс, которую он убьет. Spurgeon said he gave up hymn learning for rat killing because the pay was better. Сперджен сказал, что ему пришлось отказаться от изучения гимнов и начать работать как ловец крыс, потому что зарплата была выше. He later spoke a lot about those hymns he learned. И часто он вспоминал о тех гимнах, которые он выучил. Because he was able to use them in his preaching. Потому что он использовал их в своих проповедях. And if you read his sermons, one thing you will note. И читая его проповеди, вы обратите внимание на одну вещь. On average, he quotes 2 or 3 hymns per sermon. В среднем он цитирует 1 или 2 гимна в каждой проповеди. Those verses flowed just naturally from his memory, from the songs he learned as a boy. И эти строки из этих гимнов он естественным образом вспоминал, когда размышлял о чем-то, хотя выучил их еще, когда был маленьким мальчиком. Now, by the time Spurgeon moved back home with his parents at age 6, he already had 3 younger siblings. Итак, к тому времени, когда Чарльз Сперджен вернулся домой к своим родителям, ему было 6 лет, у него уже появилось 3 младших братьев и сестер. 2 sisters and a brother. Значит, 2 сестры и 1 брат. And he seemed to feel very deeply his responsibility to influence them for good. И поэтому он почувствовал глубокую ответственность оказывать на них благоприятное влияние. That perspective continued to make him mature beyond his years. И это также способствовало тому, что он был очень зрелым, несмотря на свои молодые года. And that extra dose of maturity became a persistent trait of Spurgeon's. И поэтому эта непревзойденная зрелость всегда была характерной особенностью Сперджена. As a young boy, even before he was a teenager, his hobbies were writing poetry and editing a magazine. Будучи еще мальчиком, его хобби было написание стихотворений и редактирование журналов. I don't think I've ever met a child whose hobby was editing a magazine. Я еще ни разу не встречал ребенка, когда я спрашивал: мальчик, а что ты любишь делать? Он говорил: редактировать журнал. But it helps explain why Spurgeon's literary skills were so good. Но я думаю, что это еще одно объяснение того, откуда у Сперджена были такие великолепные литературные навыки. You can look at Spurgeon at any stage of his development, and what you will see is someone who is wise beyond his years. Можно посмотреть на Чарльза Сперджена в любой стадии его развития и отметить, что он был мудр не по годам. No matter what age you look at him, he's more mature than other people his age. В каком бы возрасте мы ни смотрели на него, он более зрелый, чем свои сверстники. And even Spurgeon himself was aware of this. И даже сам Сперджен понимал это. When he was 40 years old, he did a lecture on young men. Когда ему было 40 лет, он однажды выступил с лекцией, обращенной к молодым людям. And in that lecture, he said he was already an old man. И в этой лекции он называл себя стариком. At age 40. В 40 лет. He also said this.
Он также сказал следующее, and I'm quoting. цитирую. He said, I might have been a young man at 12, «Я был молодым человеком, когда мне было 12 лет. but by the time I was 16, I was a sober, respectable Baptist preacher. Но когда мне было 16 лет, я был здравым, взрослым, уважаемым баптистским проповедником, Preaching and ruling and governing the church. проповедуя и управляя жизнью церкви». At that period of my life, when I might have been out on the playground, В этот период своей жизни, когда я должен был быть на детской площадке, I spent my time at books, я проводил время за книгами, studying and working hard. изучая и усердно трудясь. And he also blamed some of his health difficulties on the fact that he didn't play much as a child. Он также некоторые свои проблемы со здоровьем говорил, что причиной этого является то, что он очень мало играл в детстве с другими детьми. All the reading and studying he did made him a little bit sedentary, inactive. Все то чтение, все то, что он делал, о чем мы говорили с вами, из-за этого у него не хватало времени на такие детские шалости. I think one of the reasons he went home at age 6 was to go to school. И одной из причин, по которой он вернулся домой в 6 лет, это для того, чтобы начать учиться в школе. That's when he entered school for the first time. А в 6 лет он первый раз пошел в школу. And right away he was a gifted student. И сразу же учителя отметили его одаренность. He always excelled everyone else in his class. Он всегда был лучшим учеником. Except for one brief span. Кроме одного небольшого периода времени. His teacher said he was shocked when Spurgeon began to do badly. Учитель сказал, что он был шокирован тем, что Сперджен начал плохо учиться. His grades fell and his work wasn't very good. Его оценки были занижены, и то, что он делал, было не на том же самом уровне. And then it occurred to the teacher that the reason for that was that the top student got a special seat, but it was near a very drafty door. И тогда учитель понял, почему. Потому что в то время для того, чтобы наградить как-то самого лучшего ученика, ему выделялось особенное место в классе. И то место, которое было выделено лучшему ученику, оно было очень неудобным, потому что было возле двери, где был сильный сквозняк. Spurgeon didn't like that seat. И Сперджену просто не нравилось там сидеть. And so he let his grades fall just so he'd be moved. Поэтому он, для того, чтобы пересесть на другое место, стал хуже учиться. When he was about 14, he and his brother went to a school a few towns away. Когда ему было 14 лет, он с братом перешли в другую школу, которая была в другом городе. So it was a boarding school. Это была частная школа. One of his uncles was a teacher there. Один из его дядь был там учителем. And it was there as a young teenager that, in a conversation with one of the school staff, Charles Spurgeon was first exposed to the Baptist view on baptism. И там впервые Чарльз Сперджен в разговоре с учителем услышал о взгляде баптистов на крещение. His grandfather was a Congregationalist. Его дедушка был конгрегационалистом. And they practiced infant baptism. И если вы знаете, кто такие конгрегационалисты, они практикуют крещение младенцев. And that was the only kind of baptism Charles had ever known. И Чарльз никогда не слышал о другом виде крещения. Now he was a student in an Anglican school. Теперь он был студентом в англиканской школе. So this was an unlikely place to embrace Baptist convictions. Поэтому, если вы знаете что-то о англиканской церкви, то вы понимаете, что это не самое лучшее место, где можно услышать о баптистских убеждениях. But as a young student, he studied the issue from Scripture. Но, будучи молодым человеком, он изучал этот вопрос из Писания. He said he found the Baptist position unassailable. И сказал, что баптистская позиция была неправильной. And he committed within his heart that if ever he experienced conversion, he would be baptized. Unassailable is good, right? Or bad? It's good. Ага, прошу прощения. Значит, он нашел позицию баптистскую. Unassailable means you can't argue against it. Он нашел ее неопровержимой. То есть это была правильная позиция, и поэтому он решил, что если он в своем сердце однажды переживет обращение, то он примет крещение. Now let me set the scene for his conversion. Итак, давайте поговорим о его обращении. When Charles was about 10 or 11 years old, he began to be deeply convicted by the realization that he didn't have a saving knowledge of Christ. Когда Чарльзу было 10 или 11 лет, у него в сердце зародилось убеждение в том, что у него нету спасительного познания Христа. So he set out on a quest for salvation
that lasted about 5 years. Поэтому он отправился в путешествие к спасению, которое длилось около 5 лет. This was an agonizing experience for him. И для него это было агонией. Because sin and redemption were issues he viewed with great seriousness. Потому что грех и искупление были жизненно важными вопросами для него. He did not approach this as a typical child would. Он не подошел к этому как обычный подросток. And the knowledge that he himself was not a true Christian was something that weighed on him like a great burden that he perpetually carried around. И знание о том, что он не был истинным христианином, было для него большим бременем, которое он носил всюду за собой. One of his biographers was a man named Fullerton. Одного из его биографов звали Фуллертон. He was a close friend. Он был близким другом. And he wrote, I think, what is perhaps the best account of those years of Spurgeon's conviction. И он написал, с моей точки зрения, самый верный, самый лучший отчет о этом периоде жизни Сперджена. Fullerton says that in those years, Spurgeon gained a world of experience that many adults never even accumulate. Сперджен, согласно Фуллертону, в то время Сперджен накопил такой жизненный опыт, который порой не подвластен даже многим взрослым людям. It also gave him a great deal of sympathy for people who are in bondage to sin. Также эти переживания Сперджена помогли ему относиться с сочувствием и милосердием к людям, которые находятся в рабстве греха. Fullerton says that it seems impossible that someone who's so young, so sheltered, so much exposed to Christian truth could have felt so much sin. Фуллертон говорит о том, что трудно себе представить, что кто-то в его молодом возрасте и как бы огражденный от большинства тяжких скорбей этого мира и наоборот как бы окруженный христианством, настолько глубоко чувствовал свою греховность. And in fact, when you read Spurgeon's account of those years, he makes it sound impossibly dark. И когда Сперджен сам вспоминает о своих годах, об этом периоде своей жизни, он очень мрачно отзывается о них. I think there's no way to overstate the sense of guilt and despair that he felt. Трудно представить себе более глубоко то чувство отчаяния и вины, которое было у него. His mother was the one who was responsible for first awakening him to the claims of Christ on his life. Его матерь впервые начала ободрять его уверовать в Иисуса Христа. She would pray and she would exhort him, and this made an indelible impact on him as a child. Она молилась о нем, она увещевала его, и это оставило след в его жизни. Spurgeon's father seems to have played a lesser role in his children's spiritual instruction. Складывается впечатление, что отец Сперджена сыграл менее важную роль в духовном образовании своих детей. In fact, Spurgeon's father himself admitted that his wife, more than he, was responsible for the children's spiritual welfare. И сам отец Сперджена признал тот факт, что его жена больше занималась духовным воспитанием детей. John Spurgeon, Charles's father, used to recount an incident. Джон Сперджен, отец Чарльза Сперджена, вспоминает историю. He said he was on his way to a preaching engagement. Он однажды как бы ехал для того, чтобы проповедовать в определенный город. And he suddenly became convicted about the fact that he was caring for other people's spiritual needs and neglecting his own family. И вдруг он осознал и почувствовал вину в том, что он более заботится о духовных нуждах других людей, чем о своей собственной семье. And so he says he went back home. И поэтому он говорит, что он вернулся домой. And when he got there, he could hear his wife inside praying for the welfare of her children. И когда он вернулся домой и еще не успел зайти домой, он услышал, как его жена молится о духовном благополучии ее детей. She was praying that they would be converted. Она молилась о их обращении. And John Spurgeon says he decided that his children's spiritual welfare was in good hands, and so he went back to his preaching engagement and he never was troubled about it again. И Джон Сперджен сказал, что после этого он понял, что духовная жизнь его детей в хороших руках, и поэтому он вернулся на то место, где должен был проповедовать, и больше никогда не переживал о них. Now that makes him sound a little bit unconcerned. Может быть, для некоторых из вас как бы это покажется как бы немножко странным. We might think he wasn't sufficiently involved in his children's life. Некоторые могут обвинить его в том, что он недостаточно участия принимал в жизни своих детей. And it's true that in all the anecdotes Spurgeon tells about his childhood and life,
his father plays a minor role. И если посмотреть на все истории, которые Сперджен вспоминает из своей жизни, то он довольно редко упоминает о своем отце. You don't get the impression that they were close until perhaps a little bit later in Spurgeon's ministry. И складывается впечатление, что между ними не было той близости, которую мы могли бы ожидать до момента более позднего служения And Сперджена. I wondered about that for years. И я многие годы задавался этим вопросом. And then I came across a collection of letters that Spurgeon had written to his father. И потом я начал читать собрание писем, которые Чарльз написал своему отцу. And it's clear from the letters that he had a close and tender relationship with his father. И в его письмах я увидел, что между ними все же была близкая связь. Fullerton tells this story. Фуллертон рассказывает следующую He историю. says when Charles came home from his grandfather's house, Когда Чарльз вернулся домой из дома своего деда, he scandalized the congregation in his father's church. Он шокировал собрание, церковь своего отца, Because at the end of the hymn, he would always sing the last line a second time. потому что в конце гимна он всегда последнюю строчку пел дважды. His father rebuked him for that. Его отец обличал его в этом. And Charles said that's the way they do it at grandfather's church. Но Чарльз сказал, ну так поют у дедушки. And he said that's the way he was going to do it too. И я тоже буду так петь. And so his father told him if he did it again, he'd give him a whipping he'd never forget. Поэтому отец сказал Чарльзу, что если он сделает еще раз так, то он устроит ему такую порку, которую он уже никогда не забудет. Now Charles was in the habit of doing this. И но Чарльз, как бы у него уже выработалась привычка. And I doubt that he was being deliberately rebellious. И я не думаю, что он нарочно сделал это. But when the next Sunday came, he sang the last line of the hymn twice. Но в следующее воскресенье он опять повторил последнюю строчку. You can only imagine how disruptive that would be. Представьте себе, когда собрание, на котором маленький ребенок так поступает. The hymn is over, the congregation sits down, Песня закончилась, все сели, and the voice of this little boy sings the last line one more time. и вдруг какой-то маленький голосок повторяет последнюю строчку. And Fullerton says, it must have been amusing because Spurgeon didn't have a singing voice. И Фуллертон говорит, что ситуация была еще более комичной, потому что Сперджен не отличался певческим голосом. So after the service, John Spurgeon took his son out and asked him if he remembered what he said. Поэтому после служения Джон Сперджен взял своего сына и спросил: «Ты помнишь, что я тебе говорил?» Spurgeon said he did remember and he knew he had a whipping coming. Чарльз сказал: «Да, помню и знаю, что меня ждет». And Fullerton says they walked into the woods. Фуллертон говорит о том, что они отошли в лес. And they went through a wheat field on the way. И когда они шли в лес, они прошли через поле. He said his father was admonishing him and trying to win his repentance. Отец увещевал его и пытался ободрить его к раскаянию. Then they kneeled and prayed. Они потом встали на колени и помолились. And it was obvious that Charles was genuinely repentant. И видно было, что Чарльз действительно сожалел о том, что он совершил. And so his father went back to the wheat field. Поэтому отец пошел обратно на это ржаное поле, где росла рожь. And he took a stalk of wheat. И взял пучок этой ржи. And he told Charles, "Hold out your hand." И сказал Чарльзу: «Протяни руку». And he put that wheat across his hand. И он, Which a thing of wheat wouldn't be enough to hurt. Right. И он ударил его этим пучком по руке, что в принципе не так уж и больно. And he said, "I told you I'd give you a whipping you'd never forget." И он сказал, что я сказал тебе, я устрою тебе такую порку, которую ты никогда не забудешь. He said, "You'll never forget that." Ты эту порку никогда не забудешь. And so that's an example of how gentle and generous his father was. Поэтому это пример той кротости и любви, которую отец проявлял к своему сыну. Spurgeon says his mother every Sunday evening would gather her children around the table and read scripture to them. Сперджен сказал, что каждое воскресенье вечером мать собирала своих детей и читала им Писание. And she would explain it to them verse by verse and then pray for them. Объясняла каждый стих и потом молилась о них. And here's the prayer he records that she used to say. И вот какую молитву она говорила. She would say, "Now, Lord, if my children go on in their sins." Она говорила: «Господи, если дети мои будут продолжать жить во грехах, It won't be from ignorance that they perish. то они погибнут не из неведения, And I'll have to bear witness against them at the day of judgment. и я буду свидетельствовать против них в судный день, Unless they lay hold of Christ." если они не обратятся ко Христу». And Spurgeon said the
thought of his own mother having to bear witness against him pierced his conscience. Поэтому Чарльз Сперджен часто вспоминал о том, что сама мысль о том, что его мать будет свидетельствовать против него, пронзала его совесть. He began to develop this keen sense of guilt by the time he was 10 or 11. К 10-11 годам он начал чувствовать вину. What burdened him so much was this clear understanding that he was guilty before God for everything that he did wrong. И его смущало очень сильно, что он был виновен перед Богом за все свои грехи. He wasn't like most of us, we compare ourselves to one another so that we look good by comparison. И этим он также отличался от большинства из нас, потому что мы, как правило, сравниваем себя с другими людьми и находим тех, кто хуже нас. But even as a child, Charles knew better than that. Но будучи еще ребенком, Чарльз понимал, что так неправильно делать. Here's what he said. Вот что он говорил. He said, I could not believe it was possible that my sins could be forgiven. Я не мог поверить в то, чтобы было возможным, что Бог простит мне мои грехи. He says, I don't know why, but I seem to be the odd person in the world. Я не знал почему, но мне казалось, что я одинок в этом мире. If God had saved me and not the world, I would have wondered. Если бы Бог спас меня, а не мир, то это было бы удивительно. But if he had saved everyone in the world except me, that would have seemed to me to be right. Но если бы Он спас любого человека в мире и не спас бы меня, для меня бы это показалось правильным. And he says, now being saved by grace, I can't help saying, I am indeed a brand plucked from the fire. И он говорит, теперь, будучи спасенным благодатью, я понимаю слова того гимна, которые говорят о том, что я ветвь, которую Бог достал из костра. That explains why Spurgeon frequently talked about himself as a great sinner. Вот почему Сперджен часто говорил о себе как о большом грешнике. Despite his upbringing in a pastor's home, Несмотря на то, что он вырос в семье пастора, despite the fact that he never succumbed to any kind of gross, soul-destroying sin, несмотря на то, что он никогда не впадал в какой-то шокирующий, уничтожающий душу грех, his sins were all the sins of childhood. все грехи как бы были тем, что многие люди называют просто шалостями детства. Nevertheless, till the end of his life, he retained this very keen sense that he was nothing but a horrible sinner. Несмотря на это, до конца своей жизни он думал о себе как о ужасном грешнике. Even though he was converted at a fairly young age, Даже несмотря на то, что он обратился ко Христу в раннем возрасте, he described himself as one of those who was kept by God for a very long time before he was converted. он описывает свою жизнь как ту, которая была в долгих скитаниях вне Бога, прежде чем он пришел к Нему. Because in his mind, those 4 or 5 years of carrying around the weight of his own guilt was a burden that he felt for eternity. Потому что он говорит, что те 3-4 года, когда он носил бремя своего греха, запомнились ему на всю жизнь. And the memory of that feeling of guilt was fresh in his mind till the day he died. И он говорит, что воспоминание о чувстве вины постоянно как бы не оставляло его даже до дня смерти. That gave him power as an evangelist. И я думаю, что это также способствовало тому, что он был таким уникальным евангелистом. Because he always felt a close kinship with people who needed to be saved out of the depths of sin. Потому что он всегда мог сочувствовать людям, которые нуждались, чтобы Господь спас их и достал их из глубин греха. He talked about the Pilgrim's Progress, his favorite book. Он часто вспоминал о путешествии Пилигрима, своей любимой книге. He said the first thing he noticed about it was that woodcut of, it was an illustration of Pilgrim with a huge burden on his back. Он говорит о том, что первое, на что он всегда обращал внимание, это в то время в книгах очень часто были иллюстрации, которые были вырезаны из дерева. И вот на одной из этих иллюстраций этот пилигрим нес очень тяжкое бремя. He says, I was so sympathetic with that poor fellow. И он говорит, что я был проникнут сочувствием к этому человеку. He says, I would jump with joy when after he carried that heavy load for so long, he finally got rid of it. И он говорит, я всегда с радостью ждал того момента, когда это бремя будет снято с его плеч. And Spurgeon said, that's how I felt. И Сперджен говорил, что я это пережил я лично. When my burden of guilt that I had borne for so long was finally rolled away from my shoulders and my heart. Когда мое бремя вины, которое я носил так долго, было отвалено от моих плеч и моего сердца.
Now, Spurgeon tells in detail what happened in his mind and heart during those years of conviction. Сперджен очень подробно описывает то, что происходило в его сердце и в его разуме в эти годы. He was exposed to a lot of preaching about sin and guilt and the law of God. Он говорит, что он слышал очень много проповедей о грехе, о вине, о Божьем законе. And it only intensified his woes. И это только как бы усиливало его горе. He lists the books that he read during that time. Он также говорит о книгах, которые он читал. And it's heavily weighted towards books with a legal emphasis. И многие из этих книг имели такой законнический акцент. The kind of books that were written to try to shake someone out of false assurance. Те книги, которые написаны для того, чтобы человек не жил в ложной уверенности. Books that are designed to convict overconfident people. Книги, которые написаны для того, чтобы обличить самоуверенных людей. And Spurgeon said it was like sitting at the foot of Sinai. И Сперджен говорил о том, что он как бы сидел у подножья Синая. It was a lot of law and very little gospel. И слушал очень много закона и очень мало Евангелия. Fullerton says this. И Фуллертон пишет следующее. He says he read his Bible from cover to cover. Он прочитал Библию от корки до корки. But all of its threatenings seem to be printed in capital letters and all its promises in small type. Но он говорит, что все угрозы в Священном Писании для Сперджена были как будто бы написаны заглавным шрифтом, а все обетования были написаны очень мелким шрифтом. He said Spurgeon would twist everything to his own hurt. Сперджен извращал все, лишь бы как бы причинить себе больше боли. He would apply the cheering words to other people and the woeful words to himself. Прекрасное обетование он применял к другим людям, а проклятие он применял к себе. Here's how Spurgeon described that time. Вот что Сперджен говорит, вспоминая это время. He said, "Day and night God's hand was heavy upon me. Он говорит, день и ночь над мною висела десница Божья. If I slept at night, I would dream of the bottomless pit. Когда мне снились ночью сны, то я в них видел адское пламя. And when I awoke, I seemed to feel the misery I had dreamed. И когда я просыпался, то отчаянное состояние не развеивалось. I would go to church, but my song was like a sigh. Я ходил в церковь, но мои песни больше были похожи на вздохи. I would go to bed, and there with tears and groans, offer up my prayer without a hope and without a refuge. Я ложился спать и в слезах молился Богу, не ожидая прощения и прибежища. He said, God's law was flogging me with its 10-thonged whip. Он говорит о том, что Божий закон бичевал меня жестоко. He's talking there, of course, about the 10 Commandments. И он говорит о том, что как бы вот этот бич состоял из 10 плеток. И эти 10 плеток были 10 заповедей. And he said everything he read, everything he heard just increased his anguish. И он говорит, что чем больше он читал, тем больше он осознавал свое отчаянное состояние и испытывал эту агонию. But he kept all of that within himself. Но он никогда не рассказывал об этом никому. Fullerton says nobody who knew Spurgeon in those years knew of the inner turmoil he was experiencing. Фуллертон говорит о том, что никто, знавший Сперджена в то время, никогда не знал о его внутренних переживаниях. He kept up a facade that kept it hidden from everybody. Другими словами, он построил такой фасад, который прятал все эти чувства от других людей. Fullerton says if he just mentioned this to somebody, there were plenty of people around him who could help. Фуллертон говорил о том, что если бы он хоть с кем-то поделился этим, то непременно кто-то бы мог протянуть ему руку помощи. But he kept this battle alone. Но он сражался один. He hid his thoughts from everybody. Он прятал свои мысли от всех. Except for one time when he spoke to his grandfather about his fear of being a lost soul. Лишь было одно исключение, когда он однажды, говоря со своим дедом, рассказал ему о своем страхе быть потерянным. Spurgeon says his grandfather was able to comfort him a little, but it was only temporary. И Сперджен говорит, что несмотря на то, что его дед утешил его, это утешение было лишь временным. He was determined not to believe just because others believed. И он был настроен не верить лишь потому, что другие верят. He wanted an assurance of his own, and he wouldn't rest until he had it. Он хотел иметь успокоение своего сердца, и он как бы не мог найти себе места, пока он не почувствовал этот покой. What time are we finished? 1 o'clock, so 30 more minutes. All right. So here's his description of his conversion. Итак, как Чарльз Сперджен описывает свое обращение? He says, while I was under this conviction, Он говорит, когда в моем сердце
еще были эти убеждения, I resolved that I would go to all the places of worship in the town where I lived. я решил, что я посещу все места поклонения в том городе, в котором я жил. He figured if he went to enough churches, he'd eventually find the way of salvation. Он подумал, что если он пойдет в достаточное количество церквей, то в конечном счете найдет путь к спасению. Spurgeon says, I was willing to do anything or be anything if God would only forgive my sin. Сперджен сказал, что я был готов на все, лишь бы Бог простил мой грех. He says, so I set off, determined to go around to all the churches in town, and I did go to every place of worship. Поэтому я решил посетить каждую церковь в городе, и я посетил их. He says, but for a long time I went in vain. Но он говорит, очень долго я ходил понапрасну. He said, the ministers were preaching sound doctrine. Он говорит о том, что проповедники проповедовали здравую доктрину. He said one guy would preach on Calvinism, and he said, I could hear him with pleasure, but it didn't do anything to alleviate my soul's concern. Он говорит о том, что один проповедник проповедовал кальвинизм, и мне это как бы нравилось, но это абсолютно никак не решало меня тех переживаний, которые были. Spurgeon didn't want to hear about the sovereignty of God. He wanted to hear the gospel. Сперджен не хотел слушать о Божьем суверенитете, он хотел слушать Евангелие. He'd go to another church, and he says that preacher was practical. Он говорит, я пошел в другую церковь, и этот проповедник был практичным. He said, I listened, but it was very much like a commanding officer teaching the maneuvers of war to men without feet. Но для меня как бы проповедь этого человека показалась, как будто бы командир рассказывает своим солдатам о том, куда нужно идти и как маршировать, но у этих солдатов нету ног. He felt helpless to do what the law commanded him to do. Он чувствовал свою беспомощность в том, чтобы делать то, что повелевает ему закон. And so he says, all the practical exhortations were lost on me. Поэтому он говорит, что для меня все эти практические увещевания не имели никакого влияния. He says, of course I knew the verse, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Конечно же, я знал стих, веруй в Иисуса Христа и спасешься. But I didn't know what it was to believe in Christ. Но я не знал, что значит веруй в Иисуса Христа. He says, these men preached truths that were suited to many in their congregations who were spiritually minded people. Он говорит, что эти проповедники проповедовали такие проповеди, которые подходили для многих духовно зрелых людей в своих собраниях. He says, all I wanted to know was how can I get my sins forgiven? Но все, что меня интересовало, это узнать, как Бог может простить мне мои грехи. And Spurgeon says, they never told me that. И Сперджен сказал, что мне никогда об этом не сказали. He says, I wanted to hear how a poor sinner under a sense of sin might find peace with God. Он говорит, я хотел узнать, как бедному грешнику, который находится под давлением греха, найти мир с Богом. And he says, instead I heard a sermon on be not deceived, God is not mocked. Но вместо этого я слышал проповедь о том, чтобы не обольщайтесь, Бог не бывает постыжаем. That just cut me up more and didn't give me any rest. Это не давало мне покоя. He says, I went again another day, but the text was something about the glories of the righteous. Я пошел еще один раз и услышал проповедь, посвященную тексту о славе праведника. He says, there was nothing in that for me. Он говорит, ну это было не обо мне. He says, I was like a dog under the table, not allowed to eat from the children's food. Я был подобно тому псу, который был под столом и который не мог есть с тарелок детей. He said, I went time after time, and I can honestly say I don't know that I ever went without praying to God. Он говорит о том, что я ходил каждый раз и не помню, чтобы хоть один раз я не помолился Богу. And there was no more attentive hearer than myself in all the place. И я не видел, чтобы еще кто-то более внимательно слушал проповедника. I was listening to hear how I might be saved. Я желал услышать о том, как я могу спастись. This left a great impression on Spurgeon. И это оставило глубокий след в сердце He Сперджена. determined very early in his ministry that he would never get up to preach without including the gospel in his message. В самом начале своего служения он решил, что он не будет проповедовать ни одной проповеди, в которой он бы не рассказал Евангелие. And as you read his published sermons, there are 3,500 of them. Always there's a word for sinners. И во всех его проповедях, опубликовано сейчас около 3500 его проповедей, всегда есть слово для грешников. Spurgeon's conversion
came through the most unlikely circumstances. Но обращение Сперджена произошло в самых непредвиденных обстоятельствах. One Sunday morning, while Spurgeon was in this phase of sampling various churches, В одно воскресное утро, когда Сперджен был в этой стадии своей жизни, когда он пробовал разные церкви, a snowstorm virtually shut down the town of Colchester, where he lived. был в городе, в котором он жил, который назывался Колчестер, был сильный снегопад. We know the date with absolute precision because we have the weather records of that time. И мы знаем прекрасно, в какое это было время, потому что сохранились отчеты о погоде того времени. It was January 6, 1850. 6 января 1850 года. And this massive snowstorm dumped a ton of snow on the town. И был сильный снегопад, и выпало очень много снега. And it was at its worst just as Spurgeon made his way to church. И когда Сперджен шел в церковь, то этот снегопад был самым сильным. Here's how he records what happened. Вот что говорит Сперджен об этом дне. He says, I was going to a certain place of worship. Я шел в одну церковь. When I could go no further, I turned down a side street. Когда я уже не смог идти из-за снега, я повернул в переулок. And I came to a little primitive Methodist chapel. Зашел в небольшую методистскую церквушку. In that chapel, there may have been a dozen or 15 people. В этой церквушке было дюжина или 15 человек. He says, I'd heard of the primitive Methodists. Я слышал о этих примитивных методистах. Their reputation was they sang so loudly it made people's heads ache. Я слышал о их репутации, о том, что они пели так громко, что от этого у людей болела голова. That didn't matter to me. Но для меня это не имело никакого I значения. wanted to know how I might be saved. Я хотел узнать, как я могу спастись. And if they could tell me that, I didn't care how much they made my head ache. И если бы они мне рассказали об этом, то мне было бы все равно, насколько после этого у меня болела бы голова. But he says the minister didn't show up that morning. Но он говорит о том, что проповедник не пришел в это утро. He was detained by the snow. Он не смог попасть в церковь из-за снегопада. And so the congregation was sitting there waiting for something to happen. И поэтому люди сидели, ждали. At last, he says, a very thin-looking man, a shoemaker or a tailor or something of that sort, went up to the pulpit to preach. Он говорит, что наконец-то очень худой мужчина вышел за кафедру, то ли он был портным, то ли он сапожником был, я не знаю. Now, Spurgeon says it's good for preachers to be instructed, to be educated men. Сперджен говорит о том, что очень хорошо, когда проповедник образованный. But he says this man was really stupid. Но он сказал, что этот человек был глупцом. He says he was obliged to stick to his text for the simple reason that he didn't have anything else to say. Он говорит о том, что он вынужден был проповедовать из одного отрывка, потому что он больше не знал ничего. The text was, "Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth." Текст, из которого проповедовал этот человек, это был текст «Посмотрите на меня и спаситесь все концы земли». Spurgeon says he didn't even pronounce all the words right. Сперджен говорит, что он даже не мог произнести всех слов правильно. But that didn't matter. Но это не имело никакого значения. There was, I thought, a glimpse of hope for me in that text. Мне показалось, что в этом тексте есть какая-то тень надежды для меня. The preacher began this way. Он говорит, что проповедник начал так. My dear friends, this is a very simple text indeed. Мои дорогие друзья, действительно это простой текст. It says, look. Там сказано, посмотрите. Now, looking don't take a great deal of pains. Для того, чтобы посмотреть, не нужно делать много усилий. I don't know how you can translate the low-class language here, but whatever you can do. Значит, он говорит... It's obvious from the way he uses grammar that he's an uneducated man. Он говорит, обрати внимание, что он неправильно использует грамматику и говорит как простолюдин, поэтому я не знаю, как это можно перевести, но если это можно перевести, постарайся. Looking ain't lifting your finger or lifting your foot. Он говорит, посмотреть это не взять ногу поднять, руку поднять. It's just look. Это просто смотреть. Well, a man needn't go to college to learn to look. Он говорит, разве кто-то должен идти в тот университет, чтобы смотреть? You may be the biggest fool, and yet you can look. Можно быть самым глупым человеком в мире и все равно уметь смотреть. A man needn't be worth 1,000 a year to be able to look. Человеку не нужно зарабатывать 1000 в год, чтобы уметь смотреть. Anyone can look. Even a child can look. Он говорит, каждый может посмотреть, даже ребенок может посмотреть. But then the text says, look unto me. В тексте дальше сказано, посмотрите на меня. I, he says, with a broad English accent. Ага. Many of you are looking to yourselves.
Многие из вас смотрят на себя. It's no use looking there. Зачем туда смотреть? You'll never find any comfort in yourselves. В себе никогда не найдете утешения. Some look to God the Father. Некоторые смотрят на Бога Отца. No, look to Him by and by. Ну, на Него нужно поглядывать. Jesus Christ says, look to me. Но Иисус Христос говорит, смотрите на меня. Some of you are saying, we need to wait for the Spirit's working. Некоторые из вас говорят, ну, прежде чем я посмотрю, я подожду, пока Дух Святой будет You трудиться. have no business with that just now. Но зачем вам Дух Святой сейчас? Look to Christ. Посмотрите на Христа. The text says, look unto me. Здесь сказано, посмотрите на меня. And then Spurgeon says, he followed up the text this way. И Сперджен говорит, что в заключении этот человек сказал так. Look unto me, I'm sweating great drops of blood. Посмотрите на меня, с меня течет кровь. Look unto me, I'm hanging on the cross. Посмотрите на меня, я вишу на кресте. Look unto me, I'm dead and buried. Посмотрите на меня, я мертв и погребен. Look unto me, I rise again. Посмотрите на меня, я воскрес. Look unto me, I ascend into heaven. Посмотрите на меня, я вознесся на небо. Look unto me, I'm sitting at the Father's right hand. Посмотрите на меня, я сижу по правую руку от Отца. O sinner, look unto me, look. О, грешник, посмотри на меня, посмотри. And Spurgeon says, when he'd gone to about that length and managed to spin out 10 minutes or so, Сперджен говорит, что, когда он простоял за кафедрой 10 минут, he was at the end of his tether. как бы у него слова закончились. He'd run out of anything to say. Больше нечего было добавить. And so Spurgeon says, then he looked at me under the gallery. Потом Сперджен, он говорит, что проповедник посмотрел на меня. And he says, with so few people present, I'm sure he knew me to be a stranger. И он говорит, что я уверен, что так как было так мало людей, все знали, что я туда пришел в первый раз. So fixing his eyes on me as if he knew all my heart, he said, Поэтому он говорит, что он устремил на меня такой пронзительный взор, как будто бы знал все мои переживания. Он посмотрел на меня и сказал, he said, young man, you look very miserable. молодой человек, ты выглядишь очень скудно. Well, Spurgeon says, I did look miserable. Сперджен говорит, действительно, я не очень хорошо But I выгляжу. wasn't accustomed to having remarks made about it from the pulpit. Но я не привык, чтобы об этом говорили с кафедры. But he says, it was a good blow and it struck home. Но он говорит, что это был хороший удар, потому что он попал в точку. And he continued, И проповедник продолжил. you'll always be miserable. Он сказал, Miserable in life and miserable in death. ты всегда будешь чувствовать себя так, ты будешь чувствовать себя скудно в жизни и скудно в смерти. Unless you obey my text. Если ты не послушаешься этих слов. But if you obey now, right now, you'll be saved. Но если ты послушаешься сейчас, прямо сейчас, ты спасешься. And then he says, lifting up his hands, he shouted the way only a primitive Methodist can do. Он сказал, подняв руки, он закричал, как только это делают примитивные методисты. Young man, look to Jesus Christ. Look, look, look. Молодой человек, посмотри на Иисуса Христа, посмотри, посмотри, посмотри. You have nothing to do but look and live. Не делай больше ничего, посмотри и живи. And Spurgeon says, I instantly saw the way of salvation. И Сперджен сказал, что я увидел путь спасения. He says, I don't know what else he said. I didn't take much notice of it. Он говорит, я не знаю, что он еще там говорил, потому что мне уже было все равно. I was so possessed by that one thought. Я настолько погрузился в одну эту мысль. Just like when the brazen serpent was lifted up, the people only looked and were healed. Подобно тому, как был поднят медный змей, на которого люди могли посмотреть и исцелиться, So it was with me. так же было и со мной. He says, I've been waiting to do 50 things. Я ждал, пока от меня потребуется как минимум 50 шагов. There was only one thing, and that was to look. Но он потребовал от меня лишь одного – посмотреть. Look with the eyes of faith. Посмотреть глазами веры. Spurgeon says, I looked until I almost could have looked my eyes away. Сперджен говорит, что я смотрел, пока у меня почти не выпали глаза. On the spot, he says, the cloud was gone. И он говорит, что в тот же момент я почувствовал, как эта туча развеялась. The darkness rolled away, and at that moment I saw the sun. Тьма отошла, и я увидел его. And he says, I could have risen in that instant and sung with the most enthusiastic of those primitive Methodists. Он говорит, что в тот момент я был готов встать и петь громче всех этих примитивных методистов. About the precious blood of Christ and the simple faith that looks to Him alone. И о драгоценной вере в Иисуса Христа, которая основана лишь на том, чтобы смотреть на Него одного. Oh, that someone had told me of this before. Trust Christ and you shall be saved. О, если кто-то бы мне сказал об этом раньше, что я должен уповать на Христа, и я буду спасен.
He wasn't prepared for the simplicity of the gospel. Он не был готов к простоте Евангелия. But when he saw it, and the Lord opened his eyes, it was the turning point of his life. Но когда он увидел его, он обратился ко Христу, и это изменило всю его жизнь. He said he was filled with a joy like he'd never known before. Он говорит, что его сердце было исполнено такой радости, которую он никогда раньше не ощущал. He described this in another context, and here's what he said. В другой раз он, вспоминая об этих же событиях, сказал следующие слова. He said, I thought I could just dance all the way home. Он говорит, что я чувствовал, как будто бы мне хочется танцевать по дороге домой. I understood what John Bunyan meant when he said after he was converted, he wanted to tell the crows on the plowed land all about his conversion. Я вспомнил слова Джона Буньяна, который говорил, что после своего обращения он захотел рассказать об этом воронам, которые сидели на поле. He said I was too full to hold it. I had to tell somebody. Он говорит, что меня просто преисполняли эти чувства, и я не мог их уже сдерживать себя, и хотел рассказать кому-то. By the way, that primitive Methodist church is still in Colchester to this day. I've been there. И интересно заметить, что эта примитивная церковь методистов по-прежнему находится в этом городе Колчестере. У меня была возможность побывать там. And about 5 years after Spurgeon died, a marble plaque was erected on the wall next to the spot where Spurgeon sat that morning. И через 5 лет после смерти Чарльза Сперджена, In fact, can we turn this back on? включите, пожалуйста, проектор. I think that's what the next picture is. Если я не ошибаюсь, следующий слайд показывает, что там, на том месте, где сидел Чарльз Сперджен, на стенку повесили значок. This is a illustration that was drawn in Spurgeon's lifetime. Значит, эта иллюстрация была нарисована, когда Сперджен еще был жив. The building still looks exactly like that today. Здание по-прежнему точно так же выглядит. It's set back from the road. There's another building in front of it. Оно чуть-чуть дальше за дорогой, и перед ним еще одно здание, которое здесь не нарисовано. You might walk by and not even notice it. Поэтому можно пройти и даже не заметить эту церквушку. And the interior looks like this today, only it's a little more deteriorated. И внутри также все выглядит, только немного более изношено. When I was there, they were doing some renovations, and the pews weren't there. They had folding chairs instead. Когда я был там, то они убрали скамейки, потому что восстанавливали их и поставили там просто раскладные стулья. This thing right here is the plaque that commemorates where Spurgeon sat. Вот эта дощечка, это не окно, это дощечка в память о Сперджене. He says it was under the balcony, so I assume it was right in the corner of that pew. Поэтому Сперджен сказал, что я спрятался под балконом, поэтому она как раз там была. This is a photograph of the building today. Это фотография сегодняшняя этого здания. I don't have a photograph of the interior, but this is the plaque. У меня нету фотографии внутри, но вот что было написано на этой дощечке. It's engraved with a little bit of Spurgeon's personal testimony in his own words. Здесь цитата из личного свидетельства Чарльза Сперджена. Yeah, that's it. И как бы больше нету слайдов у меня, поэтому полно. Let me read you one more excerpt just before we break here. Перед перерывом хотел бы прочитать вам еще один отрывок. Spurgeon told his testimony many times. Сперджен рассказывал свое свидетельство много раз. And it's interesting to read them all. И интересно, как бы все эти свидетельства интересны. It's the same story every time, but he highlights a different aspect. И каждый раз это одна и та же история, но он обращает внимание на тот или иной аспект. And I want to read you this one because I think it sums up the gospel so well. Хотел бы прочитать вам эту версию, потому что, по-моему, она прекрасно подчеркивает Евангелие. He says, I've always considered, like Luther and Calvin believed, that the sum and substance of the gospel lies in this word substitution. Я всегда думал, подобно Лютеру и Кальвину, о том, что сущность Евангелия находится в слове заместительное. Christ stands as a substitute for the sinner. Иисус Христос – заместительная жертва за грешника. He said, if I understand the gospel, it's this. Если я понимаю Евангелие, то вот в чем оно заключается. I deserve to be lost forever. Я заслуживаю быть утерянным навечно. The only reason why I should not be damned Единственная причина, по которой я не должен быть проклят, is that Christ was punished in my stead, and there's no need to execute sentence twice for sin. заключается в том, что Иисус Христос понес мое наказание на себе, и поэтому нет необходимости наказывать кого-то еще раз за то наказание, которое уже было. On the other hand, I know I cannot enter heaven
unless I have a perfect righteousness. С другой стороны, я знаю, что я не могу попасть на небо, если я не буду иметь совершенной праведности. And I'm absolutely certain I'll never have perfect righteousness of my own because I sin every day. И я уверен в том, что я никогда не буду иметь абсолютную праведность, потому что я грешу каждый день. But Christ did have perfect righteousness. Но Иисус Христос был абсолютно совершенным праведником. And he said, "There, poor sinner, take my garment." И он говорит: бедный грешник, облекись в меня. Put it on, and you shall stand before God as if you were Christ. И тогда ты будешь стоять перед Богом, как будто бы ты Христос. And I'll stand before God as if I were the sinner. А я буду стоять, как будто бы я грешник. I'll suffer in the sinner's stead. Я буду страдать вместо грешника. You'll be rewarded for works you didn't do. Ты получишь в награду за те дела, которые ты не совершал. You'll get the reward for things I did for you. Ты будешь награжден за то, что я сделал для тебя. Spurgeon says, I have to come every day to Christ as a sinner. Сперджен сказал, что я каждый день прихожу к Христу как грешник. The same way I came at the beginning. Так же, как я пришел к Нему в первый раз. The devil says to me, you're not a saint. Дьявол говорит мне: ты не святой. Well, I'm not. Да, я не святой. I'm a sinner. Я грешник. And Christ Jesus came into the world to save sinners. И Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Sink or swim, I go to Him. В любых обстоятельствах я иду к Нему. I have no other hope. У меня нет другой надежды. By looking to Him, I received all the faith that inspired me with confidence in His grace. Глядя на Него, я получил всю веру, которая дала мне уверенность в Его благодати. And that command that originally drew my soul, look unto me. И это повеление, которое впервые коснулось моей души: посмотри на меня, It still rings its clarion note in my ears. по-прежнему звучит в моих ушах. There I once found conversion. Тогда я был обращен. And there I shall always find refreshing and renewal. И в этом я всегда буду находить обновление и покой.